Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сейчас наступает конец нашему дачному эксперименту. Что за дачный эксперимент, я ссылочку покажу сверху. И в описании будет ссылочка. Ну, в общем, вот на сегодняшний момент зарубили мы 4 наших индауток, которых мы вырастили за сезон. И из них будем делать тушеночку. На одной утке я покажу, как мы ее будем разделывать и как мы будем делать тушенку. Ну, а чтобы узнать как, смотрите видео до конца. А перед просмотром прошу подписаться на мой канал, поставить лайки, если вы не редиски. Ну и пишите свои комментарии. Итак, поехали! Приступим. Перво-наперво, что нужно сделать, это вот у утки вот этот вот жир весь удалить. Но, естественно, что мы выкидывать его не будем. Вот. Просто мы его сейчас удаляем. Что мы будем делать с этим жиром, это я, естественно, покажу. Вот такие вот. Индаутка, она вообще, в принципе, не склонна к жирности, поэтому она вот, практически ничего в ней такого жирного нету. Есть некоторые места, но в отличие от уток и гусей, тут совершенно мало жиру. Удаляем гуску. Попку эту, она, кто-то ее, конечно, может быть и ест, но в нашей семье как-то не приходится. Хотя можно вот здесь вот удалить. Здесь вот есть у нее эти сальные железы, вот, которые как раз и дают этот неприятный запах. Но ничего страшного. Вот. Соответственно, шею мы тоже удаляем. Здесь у меня 2 тарелки. В одной тарелке это то, что пойдет у нас на холодец, там может быть на суп, а сюда пойдет то, что мы будем непосредственно уже в тушенку. Так, вот этот пищевод, его мы уберем, он вообще не нужен. Вот это у нас пойдет на холодец. Частично мы сделаем тушенку с костями, частично будет просто с мясом. Отрезаем фаланги плеч. Это на тушенку. Это на тушенку. Будем стараться, чтобы в каждой баночке у нас и по плечику было. Это все в зависимости от того, как это все будет. Большие фаланги мы тоже отрезаем. Выламываем. Вот. В принципе, утка разделывается элементарно и просто. Мясо какое, вот темное мясо, обалденное. Вот обратите внимание. Далее. Окорочка. Соответственно, они тоже пойдут на тушенку. По максимуму мясо снимаем. Второй окорочок. То же самое. Выламываем.
красавица. И вот настала пора грудки. Вот грудку мы снимем чистое филе. Без косточек, без всего. Обалденная грудка. Это вообще в индаутке это самая, скажем так, ценная вещь. Обалденное. Мясо здесь самое лучшее. Ну и так. Вот что у нас получилось. Вот эта вот часть у нас пойдет на что угодно. На суп, на холодец, как угодно. Саму вот эту вот часть, которая пойдет на тушенку, нарезаем на небольшие квадратики. Ну вот, приблизительно вот такого вот размера. Вот такие вот приблизительно кубики. Соответственно, окорочка мы тоже разберем по косточкам. Окорочка останутся у нас с косточками. Вот эту вот часть отрубим. Она как бы не особо тут нужна. Вот, собственно, и все. Вот такая вот. Ну и так, не будем вас утомлять нарезкой кур. Извиняюсь, уток, индоуток. Я их все время курями называю. Вот. Уже вернемся непосредственно, когда будем наполнять банки. Мясо обалденное, ребят, я вам скажу. Ой-ой-ой. Ну, друзья, все мы нарезали. Вот у нас получились вот такие вот кусочки. То есть, как бы здесь и вот с косточкой кусочки, и кусочки с мякотью. Все вот так вот. Так, ножки. Для чего нам нужны ножки? Их мы сразу берем, кладем в отдельную кастрюльку. Из них мы будем варить бульон. Варить будем долго, порядка 2-3 часов. Это для того, чтобы потом в банке добавлять. Где будет не хватать, будем добавлять вот этот вот бульон из ножек. Ножки все почищены, естественно. Вот. Это будет так называемая дрожжалка, которая будет в банках. Вот. Ну а что непосредственно банок? Баночки сухие, простерилизованные, пол-литровые, 0,7. Значит, на дно каждой баночки мы положили лавровый лист. Ну, где-то 5-6 горошин черного перцу. Вот, в принципе, можно душистый положить. На дно каждой полулитровой банки насыпали соли чайную ложку. На баночке 0,7 1,5 чайной ложки. Я использую здесь морскую соль. На мой взгляд, это самая чистая соль. Ну и так приступаем. Значит, наполняем баночки. Вот то, что у нас получилось. Вот мы жир весь вырезали. Вот. В каждую баночку, ну так приблизительно кладем, чтобы у нас там и было и мясо, и косточка. Все аккуратненько это укладываем. Укладываем где-то приблизительно до плечиков. Вот все это так аккуратненько делаем. Все, вот приблизительно вот так вот абсолютно достаточно. Вот. Все, аккуратно укладываем. Ну а пока мы поставим вариться вот этот вот бульон из ножек. Друзья, набили мы баночки. Вот где-то до плечиков, вот до такого уровня. Все, бульончик вот с ножками у нас кипит. Вот такой уже наварчик тут небольшой. Прям по полполовничка в каждую баночку наливаем. Это для старта. Для старта, для кипения. Так-то это у нас все будет тушиться в собственном соку. Остальной бульончик у нас также продолжает кипеть. И это в самом конце мы уже непосредственно вот эту дрожжалочку будем доливать в банки. Накрываем крышками и отправляем в холодную духовку. Подчеркиваю, в холодную духовку на 5 часов. Вниз ставим поддон. Если в случае что-то будет подтекать из банок.
поддон немножечко добавим воды. Ставим режим конвекция. И при температуре, ну, где-то приблизительно 130-140 градусов, 5 часов. Все вот это вот у нас будет тушиться в собственном соку. Так, ну вот подходит к концу время подготовки. Вот активное кипение. И вот заметно, что в некоторых баночках уровень, ну, вытопился, скажем так, жидкости. И поэтому сейчас необходимо добавить бульон, который вот мы варили из лапок, из утиных. Сейчас аккуратненько это все выдвинем, крышечки снимем и добавим. Так, ну вот в бульончик мы положили лавровый листик, немножечко перчику, зубчик один чесночка. Вот теперь вот этим вот бульоном баночки заливаем, но не до самого верху. Где-то миллиметров 5 оставляем. Так, ну вот все баночки залили мы. Вот хочу обратить внимание, вот такой вот желтый, это слой жира. Когда он остынет, он запечатает все баночки. То есть вся тушенка будет под слоем застывшего жира. Ну и так, крышечки одеваем. Оставляем еще где-то минут на 30, на 40. Сейчас все это вместе с бульоном прокипит. Станет однородная дрожжалочка, потом застынет когда. И сверху слой жира будет то, что нужно. Ну все, друзья, закончилось время приготовления. Оставим где-то на часок, чтобы интенсивное кипение закончилось. Они немножечко успокоятся, баночки. И будем закатывать обычными крышками жестяными. Укутываем теплым одеялом до полного остывания. Вот, собственно, и простой рецепт. Хранится такая тушенка достаточно долго. Ну, в смысле, по приготовлению она хранится долго. Но по факту съедается она намного быстрее. Это итог наших стараний. Вот получилась такая вот тушеночка. Ну, тут такой натюрмортик я якобы сделал. Интересный. Ну, так просто для красоты. Ну вот, баночки прям все практически полные. И вот сверху вы обратили внимание, вот этот вот жир. Вот баночки полные, и дрожжалочка тут в них есть. Вот такая вот красота. Естественно, что в магазине мы не покупаем тушенку. Да, собственно, такую и не купишь. Ну, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии.